привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать и показать процесс приготовления изюма в домашних условиях. Существует два вида сушки винограда. Сушка на открытом солнце и сушка в тени. Ягоды изюма получаются наиболее высокого качества, когда процесс сушки проходит в тени. Именно таким видом мы будем и заниматься. До готового изюма проходит несколько этапов. Первым этапом мы должны убедиться, что наши ягоды созрели и минимум набрали 19 бриксов сахаристости. Измеряем сахар. Если наш виноград отвечает нашим критериям, приступаем к его срезке. И приступаем к следующим этапам. Виноград у нас срезан. Приступаем к следующему этапу. Следующий этап заключается у нас в погружении наших виноградных гроздей в кипящую воду. В воде растворяем пищевую соду из расчета 8 грамм на литр воды. Видим, вода у нас закипела, мы должны опустить наши грозди. Этот процесс позволяет у нас образованию мельчайших трещин на кожице наших виноградных гроздей, которые будут улучшать испарение влаги из винограда в процесс сушки. Опускаем буквально на 3-4 секунды. И опускаем в холодную воду, для того, чтобы смыть нашу соду и прекратился, чтобы процесс варки. Затем наши грозди нужно оставить, для того, чтобы они обсохли минут на 15-20 и приступить к следующему этапу. Следующий этап – процесс сульфитации, или, говоря по-простому, окуривание сернистым газом. Для этого нужно взять любую емкость, герметичный ящик или 200-литровую бочку, как в моем случае, и окуривать серым. Мы должны взять из расчета 30-40 грамм на 1 кубический метр. Так как у меня в данном случае 200-литровая бочка, я возьму 8 грамм обычной серы. Серы я уже отмерил и приготовил. Развешиваем наши грозди, они уже предварительно обсохли. Развешиваем ее внутри бочки. Процесс окуривания сернистым газом предотвращает от порчи наш виноград в процессе сушки. В частном случае от загнивания, от процесса брожения и порчи насекомыми и другими вредителями. Закрываем нашу крышечку плотненько. Берем серу обычную. Вот таким вот образом. Какую-нибудь емкость. И также немаловажно, пары серы очень вредны для человеческого организма. Для предотвращения органов дыхания нужно быть предельно осторожным. Поджигаем бумагу. И помещаем в нашу бочку. Процесс окуривания серы будет продолжаться в течение часа. Через час мы откроем нашу бочку и продолжится следующий этап. После обработки сернистым газом наши грозди перемещаются непосредственно к месту самой сушки. Для этих целей подходят различные чердачные помещения или навесы, там где нет прямых солнечных лучей. После обработки сернистым газом наши грозди приобрели золотистый привлекательный цвет. В зависимости от температуры наши грозди будут висеть неделю, дней 10. Весь процесс сушки в фотографиях в уголочке я
выложу. И через неделю, дней 10, вернемся за готовым результатом. Пролетело 2 недели. Видим, наш изюм уже готов. Давайте возьмем и посмотрим на нее поближе. Пройдем в помещение и посмотрим на готовый результат. Вот и готов наш изюм, приготовленный в домашних условиях. Изюм у нас получился отличный, результатом я доволен. Такой изюм годится так же, как и для длительного хранения, и его можно подавать на стол гостям. Также есть намерение сделать изюм из кишмишных сортов Аватар и Lamborghini. Процесс изготовления будет точно такой же, но результат будет немножко другим. Я результат, какой получится изюм из Аватара и Lamborghini, засниму в отдельный ролик и в коротеньком ролике покажу готовый результат. Всем пока, до новых видео.